Всем здравствуйте! Сегодня мы продолжаем серию лекций по материи медика полихрестов доктора Джоса Айсека. И сегодняшняя наша тема — Креозот. Hello everybody! Today we are continuing this series of lectures on Materia Medica of Polycrests, and today's topic is Kreosotum. Следующая наша встреча состоится 5 ноября в 17:30 по московскому времени, и тема будет обсуждение препарата Sepia. Our next meeting will take place on 5th of November, 8 p.m. Indian time, and the topic will be Sepia. Okay, Dr. Jose, please start. Thank you, Dr. Olga. So today our topic of discussion is Kreosote. Сегодня мы с вами обсуждаем креозот. One of the most important remedies, Один из самых важных препаратов, especially for problems of women. особенно при проблемах у женщин. The first thing to remember is this is a syphilitic remedy. В первую очередь, что нужно запомнить, что это сифилитический препарат. And if you understand the mechanism of that remedy, it will be very easy to understand the symptomatology of that remedy. И если знать миазм этого препарата, то очень легко будет запомнить симптомы этого препарата. This is a remedy for, actually I told you, syphilitic remedy. So it is a remedy for ulcerations and degenerations. Как я уже сказала, это сифилитический препарат, то есть это препарат на изъязвление и дегенерацию. So there is destruction of the tissue. То есть присутствует разложение ткани. And degenerations, destruction and offensive discharges. Дегенерация и зловонные выделения. And starting from the constitution, they are tall, thin for their age. И что касается Конституции, это высокие люди, худые. They don't put on weight. Они не набирают вес. But they put on height. Но они растут. And another remedy which comes to, or the first remedy that comes to our mind will be phosphorus. И похожий препарат, который в первую очередь приходит нам в голову, это фосфор. Both phosphorus and creosote have tall, thin people. И креозот, и фосфор — это оба такие высокие, худые люди. And both are syphilitic in nature. И оба препарата сифилитические по своей природе. Or the predominant miasm is syphilis. Или, другими словами, доминирующий миазм у них сифилитический. And the children also, the destruction starts from the very beginning of their life. И дети, креозот тоже, у них вот эти дегенерации, какие-то разрушения, да, ткани, они происходят с самого начала их жизни. Rapid emaciation, old looking, wrinkled. Это дети, которые у них идет быстрое истощение, они выглядят как старые, да, ну, как старики. Old looking and another one. Wrinkled face and all. Морщинистое лицо, вот такие вещи. And weak. И слабые. And usually what we see is the destruction we see from the when the milk teeth erupt. И в основном у детей мы вот это разрушение, дегенерацию мы видим, когда прорезываются молочные зубы. Especially in children, we see whenever this teeth comes out, itself it the caries also start along with that. Да, мы видим у этих детей, что как только начинают молочные зубы прорезаться, то сразу уже начинается кариес на этих зубах. In such a caries, the main
remedy maybe to start with maybe Kreosote, but later we have to go to calcareous. И вот при таком кариесе, может быть, первый препарат, с которого стоит начать, это креозот, и позже уже дать калькарею фосфорику. Usually calcareous is more a constitutional remedy than Kreosote. И обычно калькарея фосфорика это более конституциональный препарат, чем креозот. So you can give calcareous after Kreosote also То for a есть, long-term improvement. и таким образом вы можете дать калькарею фосфорику после креозота для того, чтобы как закрепить вот успех лечения. Then, as I told you, it is a syphilitic remedy, and so there is a hemorrhagic diathesis. И, как я уже говорила, это сифилитический препарат, поэтому он тоже относится к геморрагическому диатезу. Like phosphorus, even small wounds bleed freely. Как и у фосфора, даже маленькие ранки легко кровоточат. This you can see in phosphorus, then in arnica. Это мы можем наблюдать у фосфора и даже у арники. Or this hemorrhage can come after extraction of tooth. И вот это вот кровотечение может наступить после удаления зуба. The bleeding does not stop. Это кровотечение, которое не останавливается. Then roaring and humming in ears. Потом гул и стук в ушах. And most of the complaints of creosote, aggravation before and during menses. И большинство жалоб креозота ухудшаются перед и во время менструации. And the two important things connected with menses is headache and this humming in ears. И вот два важных симптома перед менструацией – это головная боль и стук в ушах. So headache before and during menses. И головная боль до и во время менструации. Creosote is the main remedy. И креозот – это основной препарат. Also sepia. И также сепия. Then roaring and humming in ears also, or with the deafness before and during menses. Это гул или стук в ушах перед или во время менструации. So ear complaints, headache. Both are activated before and during menses. То есть головная боль и проблемы с ушами – это перед и во время менструации. As you know, most of the syphilitic remedies have action on mainly on the blood, brain, bones, teeth. И, как вы все знаете, большинство сифилитических препаратов действует на кровь, головной мозг, кости и зубы. The teeth begin to decay as soon as it appears. И зубы начинают разрушаться, как только появляются. In such a child, it is better to give Kreosote 200, 1 И такому ребенку лучше дать креозот 200, потом 1М for some time, на какое-то время, then switch on to calcareous 1 10 потом переключиться на калькарею фосфорику 1М и 10М. The advantage is when the milk teeth are gone and when the new teeth comes, it will be good ones. И преимущество в том, что когда молочные зубы выпадут и уже коренные зубы появятся, коренные зубы будут хорошими. Kreosote is one of the main remedies in the gastrointestinal system. Также креозот один из основных препаратов при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Starting from the mouth, Начиная с ротовой полости, and we already discussed the teeth. мы уже с вами обсудили зубы. The next one is the gums. Потом следующее это десна. The gums are spongy, bleeding, ulcerated. И десна, они такие рыхлые, губчатые,
кровоточат, изъязвляются. And there will be offensive smell from the mouth. Также будет зловонный запах изо рта. One of the most important characteristic symptom of creosote is this kind of degeneration and offensive discharges. И один из самых важных вот симптомов креозота — это вот это зловоние и вот такие вот дегенерации. Many people have foul breath because the gums are ulcerated. У And многих людей зловонное дыхание из-за того, что присутствует изъязвление десен. here also the nearest remedies are, when there is bleeding from the gums, the nearest remedy is phosphorus. И также они кровоточат. И также похожие препараты в этом состоянии, это когда кровоточат десна, это фосфорус. And for the ulceration of the gums and etc., Merck solubilis is another remedy. И на изъязвление десен и тому подобное состояние меркуриус солюбилис. Хороший препарат. So in short, when we look at the mouth, most of the syphilitic remedies are important. И если вкратце, если мы смотрим на ротовую полость, то в основном требуются сифилитические препараты. In Kent's philosophy, Kent really describes the action of the syphilitic mycem on spongy tissues, И like spongy tissues. Кент, он описывал действие сифилитических препаратов на ткани, которые такие губчатые ткани. Then, creosote is one of the most important remedies. As I told you, for ulceration, it is an important remedy, degeneration, ulceration, bleeding. И креозот, как я уже говорил, это важный препарат при изъязвлении, при кровотечении. And it is one of the main remedies for vomiting during pregnancy. Это также один из основных препаратов при рвоте во время беременности. The miasmatic remedy is medorinum. Миазматический препарат при рвоте при беременности, то есть при токсикозе, это медоринум. And the rare remedy for morning sickness is symphoricarpus. И редкий препарат или малый препарат на токсикоз у беременных — это симфорикарпус. Then other remedies for morning sickness are sepia, colchicum. И другие препараты на токсикоз — это сепия, колхикум. Then another important symptom of creosote in gastrointestinal system is many people who have carcinoma stomach. Потом еще On the third stages, they develop vomiting. Еще важное применение креозота при заболеваниях ЖКТ — это у многих людей, у которых последние стадии карциномы желудка, у них бывает рвота кофейной гущей. Other remedies for vomiting in carcinoma stomach patients are А другие препараты при рвоте при карциноме желудка — cadmium sulf, это кадмиум сульфурикум, geranium maculatum, geranium maculatum. Geranium maculatum. These are the main remedies for vomiting in carcinoma stomach. Это основные препараты при рвоте при раке желудка. I still remember a patient, 87 years old, and she got carcinoma stomach. And finally, the oncology center said there is no way she will die within 2 weeks because she is vomiting, and nothing is remaining inside. So, and the final weight was 29 kilo only.
Я все еще помню пациентку, которой было 87 лет, у нее был рак желудка, и врачи сказали, что она умрет, потому что у нее рвота не прекращалась, и она весила 29 килограмм. And nothing is retained in the stomach. То есть Everything out. ничего не задерживалось в желудке, все выходило с рвотой. Although this patient I treated years back, I still remember, and we gave Kreosote 30 morning and evening for 3-4 days, and the vomiting stopped. Хотя я лечила эту пациентку уже много лет назад, я все еще ее помню. Мы тогда дали креозот 30 утром и вечером на 3 дня, и рвота прекратилась. And vomiting stopped, and she started putting on weight, and she lived another 2 years. Рвота прекратилась, она начала набирать вес, и она прожила еще 2 года. Another important symptom of creosote is in cervical carcinoma in women. On the final or the third and fourth stages, usually there will be some offensive discharge from the vagina. Еще важное применение креозота при раке шейки матки на 3-4 стадии обычно присутствуют зловонные выделения. And the discharge will be very, very offensive. Вот эти выделения очень-очень зловонные. I had several cases of carcinoma cervix with offensive discharge cleared with the creosote. И у меня было несколько случаев рака шейки матки со зловонными выделениями, которые прошли на креозоте. Then coming to the urinary complaints of creosote, Потом, что касается мочевых симптомов креозота со стороны both мочевой системы. there will be incontinence of urine, like EPIS. Like a эпис. Yes. Может быть, недержание мочи, как у аписа. EPIS is the main remedy for incontinence of urine. Апис – это основной препарат при недержании мочи. And they can pass only when lying down. И моча у них отходит только лежа. And cannot control the urge. И они не могут контролировать позывы. Then smarting and burning during and after micturition. И щипание, и жжение во время или после мочеиспускания. Another important indication is in enuresis. Еще один из важных показателей на креозот – это энурез. And the prescribing point is enuresis during first sleep. И указание на креозот – это энурез во время первого сна. Usually we ask the mother whether the child urinates immediately after going to sleep or maybe in the first sleep itself. Обычно мы спрашиваем у матери, у ребенка наступает мочеиспускание сразу, как только он засыпает, или вот через некоторое время после засыпания. Or if even you can ask whether it is before 1 o'clock or something. И даже вы можете спросить, это происходит до часу ночи или вот It что-то can в be этом роде. creosote or sepia. И если это вот этот первый сон, да, вот это первое начало сна, то это может быть креозот или сепия. So the two main remedies for enuresis on first sleep is creosote and sepia. То есть два основных препарата на энурез в первый сон – это креозот и сепия. Then coming to the female complaints, Потом, что касается жалоб у женщин. I already mentioned the offensive discharge from the vagina. Я уже упомянул зловонные выделения из влагалища. It can be leukorrhea. Это может быть лейкорея.
or any carcinoma или это может быть рак of the genital area. гениталий. So, and one of the main remedies for itching with the corrosive discharge from the vagina, the main remedy is creosote. И один из основных препаратов на зуд с едкими выделениями из влагалища – это креозот. But at the same time, there is another remedy for severe itching of the vagina, that is sepia. Но в то же время есть еще один препарат на очень сильный зуд во влагалище, и это сепия. But if there is an offensive discharge, always give preference to creosote. Но если выделения зловонные, всегда ставьте в приоритет креозот. Also, creosote is a remedy for postmenopausal complaints. Также креозот – это препарат при жалобах после менопаузы. And menses only on lying down. И менструации наступают только лежа. Ну, то есть выделения менструальные только лежа. Also, it is a remedy for intermenstrual bleeding. Также это препарат на межменструальное кровотечение. In between two menses, there will be a bleeding after 10 days or 15 days. То есть между двумя циклами будет кровотечение там около 10 дней. Then, in my practice, one of the main remedy for leukorrhea is creosote. В моей практике основной препарат на лейкорею или белие – это креозот. Leukorrhea, which is yellow, thick, Густая желтая лейкорея, offensive, зловонная, with this yellow, thick discharge, which is offensive. That is leukorrhea of creosote. то есть желтые, густые, зловонные выделения – это креозот. It corrodes the linen. И они разъедают белье. So, creosote is one of the most important remedies in female complaints. И креозот – один из важных препаратов при женских жалобах. Where the patient is syphilitic. Когда у пациента доминирует сифилитический миоз Offensive discharge. и присутствуют зловонные выделения. Then, creosote has an interesting symptom on skin. Потом у креозота есть интересный симптом со стороны кожи. Although creosote is not a big remedy in skin complaints, it has a severe itching in the evening only. Несмотря на то, что это не очень большой препарат при кожных заболеваниях, у него есть очень сильный зуд только вечером. The itching trios in our Materia Medica are arsenic, rust ox, and sulfur. И трио на зуд в нашей материи медики – это арсен, рустокс, Arsenic, rust ox, sulfur. арсеникум альбум, рустокс и сульфур. Then modalities. Aggravation from any kind of cold, whether it is drafts or weather or food, whatever it is. Потом модальности креозота, ухудшение от любого вида холода. Это может быть и какой-то сквозняк или любой вид холода. Aggravation from rest and lying down. Ухудшение в покое или лежа. Then amelioration from warmth. Улучшение от тепла. Then to sum up, the clinical uses of creosote are. Если резюмировать, то клиническое применение креозота – это следующий симптом. In day-to-day practice, we use creosote for the following symptoms. В нашей ежедневной практике мы используем креозот на следующие симптомы. Caries of teeth. Кариес зубов. Ulceration of the gums.
изъязвление десен. Then offensive discharge from any orifices. Потом зловонные выделения из любых отверстий тела. The other remedies are sorinum, baptisia. Другие препараты на зловонные выделения – это псаринум и баптизия. But offensive discharges from the genital organs is always creosote. Но зловонные выделения гениталий – это креозот, всегда креозот. But offensive urine is benzoic acid and nitric acid. Но если это зловонная моча, то это ацидум бензоикум и ацидум нитрикум. Then in carcinoma, vomiting in stomach cancer. Потом значит, при раке желудка рвота. And also offensive discharges in the final stages of carcinoma. И также зловонные выделения на терминальных стадиях карциномы. Then another important prescribing point is enuresis on first sleep. И еще важный симптом для назначения – это энурез в первый сон. Then headache before and during menses. И головная боль до и во время менструации. Then wounds bleed freely. Ранки легко начинают кровоточить. So these are the main symptoms of creosote. Это основные симптомы креозота. Syphilitic, chilly, Сифилитический препарат, зябкий, the offensive discharges. со зловонными выделениями. These are the complaints before and during menses. These are the things we have to remember. И жалобы до и во время менструации. Это вот те вещи, которые мы должны помнить. I think we finished the topic creosote. Now we'll go to the, okay, you can do the announcement if you want now. And then go to the questionnaire. Мне кажется, мы закончили по тему креозота. Мы можем рассказать вам про ближайшие события в нашей академии и дальше перейти к сессии вопросов и ответов. Ближайшие события, которые нам предстоят, это в ноябре, с 1 по 29 ноября клиническая практика в Индии, в Кавалам. Потом с 1 по 19 декабря 3-й и 4-й модуль базового курса. Okay. The nearest events that we are waiting for, it is from 1st till 29th November clinical training in India, Kovalam. Also from 1st December to 19th December, 3rd and 4th modules of basic course, also in India, Kovalam. Okay, Dr. Jose? Okay, now we can go to the question and answer session.